Приветствую всех! Мы рады представить вам масштабное обновление нашего программного обеспечения Lightstream для управления архитектурным освещением. Мы долго работали над этим релизом и создали много новых интересных функций, которые решили объединить в подверсии 3.0. Самые значимые изменения — это новая сквозная библиотека приборов, также обновлены и улучшены более 70 эффектов и добавлена поддержка звуковой дорожки. Еще одним важным дополнением является возможность переноса композиций между проектами, что значительно упрощает процесс работы. Кроме того, добавлена возможность импорта файлов в формате DXF, новая волшебная кнопка 3D Magic Button, настраиваемый автопатчинг и исправлено множество мелких ошибок, чтобы обеспечить вам максимально комфортное использование нашего продукта. Итак, встречайте обновление Lightstream версии 3.0. Уверен, что вам понравится все, что мы приготовили. Это канал Lightstream, меня зовут Константин, и я расскажу обо всем поподробней. Переработанная библиотека теперь сквозная и влияет как на маппинг, так и на 3D. Помимо этого, в новую библиотеку добавлены бренды наших партнеров, и можно сразу выбрать готовый светильник. Все приборы, задействованные в проекте, автоматически сохраняются вместе с проектом, и проект будет без проблем открываться на других компьютерах. Кстати, для подготовки проекта к пересылке или архивации добавлена удобная функция Collect Project, которая соберет все используемые в проекте файлы в одну папку и перестроит пути к файлам относительно нее. Теперь вы можете создавать свои приборы и сохранять свою библиотеку приборов. Создать можно либо новый прибор, либо скопировать существующий. И прямо в библиотеке вы указываете не только за что отвечают каналы прибора, но и его тип, пиксель, спотлайт, wallwasher, размеры и даже фотографию. Не забываем сохранить библиотеку тут. Пользовательская библиотека приборов сохраняется отдельно, по следующему адресу. При необходимости ее можно перенести на другой компьютер или переслать. Либо вы можете выслать ее нам для добавления в программу, и мы включим ее в стандартную библиотеку приборов. Примерно половина эффектов в данной версии получила значительное обновление, которое привнесло новые функциональные возможности и настройки. Почти все из них теперь позволяют пользователям выбрать цвет эффекта, делая их гораздо более удобными и интересными для использования. У всех параметров обновленных эффектов подписаны дефолтные значения, и их очень удобно использовать как ориентир. А щелчком правой кнопки мыши по ползунку можно вернуть любой параметр в исходное состояние. По многочисленным просьбам реализована функция перемещения эффектов между проектами. Хотя правильнее будет сказать композицией, потому что копируется вся композиция и все эффекты, содержащиеся на ней, включая ключи и их расположение на таймлайне. Делается это очень просто. Открываем два экземпляра программы Lightstream, выбираем композицию с нужными эффектами, правой кнопкой мыши Copy, переключаемся на другой проект, Paste. Готово. При этом копируется все содержимое композиции, все эффекты, временные интервалы и ключи. Лайауты не копируются, так как они принадлежат всему проекту, а не композиции. Для некоторых проектов требуется совместить цветовые эффекты и музыкальное сопровождение. И сейчас это будет сделать гораздо проще, так как в этой версии добавлена возможность загружать аудиофайлы прямо на таймлайн. Они будут воспроизводиться вместе с анимациями.
В общем, движение в сторону поддержки звука начато, и дальше мы будем развивать и улучшать инструменты в этом направлении. А в нашем телеграм-канале есть раздел, посвященный предложениям по доработке программного обеспечения. И мы будем рады увидеть там ваши пожелания. Так как очень много элементов было переработано, то при переходе со старых проектов могут возникнуть какие-то нюансы, влияющие на внешний вид и работу проекта. Рекомендация тут простая. Если у вас есть текущий проект, в котором вы работаете, оставайтесь в той версии, пока проект не сдан. И перед открытием проекта в новой версии программы старый проект сохраните под другим именем. А для того, чтобы не забывать делать резервные копии, теперь при открытии проекта, выполненного в предыдущей версии программы, всегда будет появляться напоминание, которое просит проверить проект перед сохранением и сделать его копию. Здесь стоит отметить, что если в вашем прошлом проекте был использован нестандартный световой прибор, то после открытия проекта в новой версии программы может произойти сброс настроек. Они станут RGB. Чтобы это исправить, нужно сделать следующее. Отключаем автопатчинг. Заодно, кстати, расскажу, что это такое. Автопатчинг нужен для того, чтобы при изменении типа приборов или адреса остальных устройств пересчитывались автоматически. При включенном автопатчинг любое изменение внутри порта приводит к автоматическому пересчету адресации устройств. Так как приборы в прошлом проекте уже имели нужные адреса, ничего пересчитывать не нужно. Отключаем автопатчинг, выделяем нужные нам приборы, заходим в библиотеку, создаем новый Fixtures, либо выбираем из библиотеки. Он попадает в пользовательскую библиотеку и библиотеку проекта. Если нужно использовать созданный прибор в других проектах, то пользовательскую библиотеку сохраняем. Выбираем созданный Fixtures и библиотеку закрываем. Светильники встали на свои места. При необходимости нужно будет повернуть приборы в 3D Preview. Изменение типа прибора и его параметров на 3D Preview не влияют на библиотеку. Импорт DXF. Принцип здесь следующий. В AutoCAD или любой другой программе, которая поддерживает DXF, нужно создать круги в местах расположения пикселей. Круги соединить последовательно отрезками от начального к последующему. Причем именно отрезками, а не полилинией. В соответствии с этой последовательностью в Lightstream и будут выстроены пиксели. Сохраняем файл в DXF. Переходим в Lightstream и выбираем файл «Импорт». Импортируемый файл будет пропорционально вписан в существующее поле маппинга. Пропорцию или размер, чтобы пиксели на маппинге не слипались, подбираем опытным путем. Таким образом, довольно просто можно перенести пиксели из AutoCAD в Lightstream. Но и это еще не все. Все созданные на рабочем поле маппинга пиксели и приборы мы можем перенести в 3D Preview буквально одной волшебной кнопкой. Я заранее выберу для приборов их тип из библиотеки. При желании это можно сделать и потом. Основная масса приборов у меня это пиксели RGB, но есть также и линейные светильники. Выбираю Wall Washer 500 мм и нажимаю кнопку Magic 3D. Все готово. Прожектора сразу стали прожекторами, пиксели пикселями, а при необходимости изменить или назначить тип прибора можно и после переноса. Осталось на 3D Preview развернуть приборы так, как нам нужно. А для удобства расстановки добавлены фронтальные виды. Изображение модели в виде сетки можно включать и отключать кнопкой F3. F4 включает и выключает отображение камер, сплайнов и проекторов в 3D Preview.
Навигация в окне 3D Preview теперь может выполняться не только с помощью мыши и кнопки Alt, но и с помощью клавиш WASD. Скорость камеры при этом регулируется с помощью плюс и минус на основной клавиатуре, а при зажатии Shift и средней кнопки мыши будет выполняться поворот камеры. В 3D Preview добавлен эффект сияния – Bloom. У него можно настроить интенсивность, но при необходимости отключить. Надеюсь, вам понравится наша новая версия. Пишите в телеграм-канал ваши предложения и вопросы, подписывайтесь, ставьте лайки. А у меня на этом все. Увидимся. Пока.